Ты пишешь? Да. Итак, начнем. Давай. Всем привет! Привет. Меня зовут Аня, это Олег, и мы купили грузовик. Мы хотим сделать из него автодом. Автодом! Единственный в мире малыш автодом! Мы хотим сделать из него автодом, и поэтому решили записывать видео и рассказывать, что именно мы делаем, почему покупаем ту или иную штуку. Мы очень скучные, нудные и непоследовательные. Надеемся, что получится дальше сносно. Что-то получится. Сносно. Сно. Давай назовем так наш канал. Сно. Олег и Аня Покровские. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, лавки, подписчули. Кнопка, все дела. Берем? Ну, возможно, да. Нет, это зеркало! Как так? Да зачем зеркала? Погнали! Мы купили Peugeot Boxer 2011 года L2H2. А это размер? Да, Он бывает длиннее, он бывает ниже, он бывает выше, то есть в целом, это средний. да, мы... Средняя высота, вторая длина. Ситуация в том, что мы на самом деле с Олегом не очень высокие. Я где-то 165, ты сколько? 173. То есть у меня над головой еще есть пространство, и Олегу тоже комфортно. Мы посмотрели очень много разных влогов американских ребят и российских ребят, которые живут в автодоме, кто часто путешествует в автодоме. И у многих Mercedes, Benz, Sprinter. Да, то есть спринтера почти у всех. Но спринтер, он уже, и получается, что спринтер должен быть длиннее, потому что ты не ляжешь перпендикулярно. Ты ляжешь только как бы параллельно. Да, вдоль. Почему еще мы не взяли спринтер? Он длинный. Эта машина всего 5,50. Угу. Олег очень много всего прочитал и узнал, что лучше брать Fiat Ducato, либо Peugeot Boxer, либо Citroën Jumper. не спринтер, если не новый, потому что чаще ржавчина появляется. Не шуми. Мы его купили на этой неделе. Какого числа? 6 июля. Хотели использовать услуги ребят, которые шарят. Автоподборщиков. Да, но в итоге мы просто поехали посмотреть первый автомобиль, и он оказался классным. Мы поехали в автосервис. Мы смотрели подвеску, двигатель, кузов, ходовую. Короче, все. В общем, мы посмотрели. Он в идеале. Да, он прям супер. Сколько у нас пробега мы взяли? Написано 200. Ну, как бы кто Похоже знает. на правду. Похоже, правда, что так и есть. Конечно же, мы смотрели, сколько стоит автодом готовый. Мы находили новые варианты, но они очень дорогие. Олег показывал вариант Этого автомобиля. этого автомобиля, только нового. Ну, конечно, не 11 года, а там 19-го, 20-го. Все расположение очень похоже на то, как хотим сделать мы. То есть в нем могут 4 пассажиров находиться, водитель и 3 пассажиров. Но он стоил сколько? 5 миллионов. 5 миллионов. 5. Мы купили этот автомобиль, пока, если не считать, да, вообще там деревяшки, все. Просто автомобиль обошелся нам в 730 тысяч. 5 миллионов и 730 тысяч — это как бы разница существенная. Кстати, в лям мы уложимся. Мы Примерно, постараемся уложиться в миллион, чтобы сделать... 1 100 000 максимум. Я думала про миллион. Ну, в общем... Ну, 1300-350 будет стоить все внутренности. Да, при этом у нас есть какие-то уже материалы отделочные. Что касается автодома готового бэушного, в России их очень мало. 2 штуки. Их мало. Да? Ну, буквально 2-3 варианта, они дорогие, и выбрать, собственно, не из чего. А здесь мы можем сделать как хотим все. А еще он будет похож на обычный автомобиль и не будет проблем с парковкой в центре города, например. С ночевкой в центре города. Да, он будет не похож на стандартный автодом. Официально, если ты на автодоме, то нельзя находиться в центре города? Ну, в Европе бывают запреты.
Ну, а смотри, предположим, подходит к нам полицейский и Мы говорим, что у спрашивает, нас легковая машина. он в документах у нас автодом. На месте разберем. На самом Все деле, пишут, что никаких проблем с этим нету и вряд ли подойдут к машине, которая выглядит как пассажирская. люди, кто путешествуют в автодомах, приезжают они в какую-нибудь Каппадокию, выбирают классное место и базируются там хоть неделю. И у них есть свои гамаки, на которых они отдыхают, делают барбекю рядом ставят. Здесь там открывается вот так, натягивается гамак, сбоку ставится тент, под тентом лежаки какие-то. В общем, это все очень такое компактное, то, что не занимает много места, при этом у них это все всегда есть. В центре города, похоже, наглеть нельзя. Но здесь еще нужно сказать, что мы с Олегом супер ответственные ребята. Мы очень много путешествовали, мы много где были. Мы арендовывали тачки, мы путешествовали на своей, мы находили какие-то дешевые варианты и ехали на своей машине в ближайшую европейскую страну, там в Вильнюс, например. Из Вильнюса летели в Милан, и в Милане уже брали машину. Всегда перестраховываемся, если мы не знаем, можно здесь припарковаться или нет, то лучше мы отъедем и пройдем лишний километр, чем припаркуемся и получим штраф. То есть мы все всегда чекаем, мы всегда все перепроверяем. Я думаю, что с автодомом будет примерно так же. В общем, мы решили посмотреть, сколько будет занимать та или иная вещь в автодоме. Олег решил это сделать из пенопласта, а я схожу с ума от этого звука. Итак, сделали моделирование. Тут будет окно, второе окно. В двери будет сдвижное окно. Сиденье второй ряд, первый ряд. Тут будет крутящееся, тут будет столик, туалет, ванна, душ. Все тут. Кухня и кровать. Тут столик, тут такой ящик. Ага. Тут можно сделать шкафчик. Вот здесь будет. Здесь можно сделать шкафчик. Вот такой высоты у нас будет кровать. А под кроватью будет багажник, в котором Олег надеется хранить 2 велосипеда, баки для воды. Что еще? Лодка. Звук этот, боже. Лодку. О, господи, пенопласт. В идеале мопед. Боже, Олеж, это ужасный звук. Искусство требует жертв. Да какое искусство? Мы решили, что сделаем стационарную кровать, то есть не раскладывающийся вариант в 2 диванчика и столик. Потому что, мы ленивые, мы не будем каждый день это все раскладывать, складывать, и чтобы это еще красиво выглядело. Мы ленивые. Б, нам кажется, что вот этот вот слитный полностью матрас, он будет куда комфортнее, чем вариант раскладывающегося матраса. То есть он выглядит обычно так, что состоит там из 4 частей, и мне кажется, что это не круто. Дома мы спим на матрасе, нам очень нравится. Кровать у нас получится 120 на 180. Да. Она будет вот на этой высоте. Ну, это примерно. То есть мы сегодня, решили прикинуть вообще, насколько это удобно, комфортно, что помещается, что не помещается. Мы долго думали над тем, делать душ, не делать. Мы видели много вариантов, когда у ребят душ такой... На улице. Выдвижной. Да, то есть ты можешь принять душ на улице. Также в душе, это, собственно, вот этот пенопласт, который жутко скрипит. Там у нас будет душевая и туалет. Мы будем его делать внутри. Мы оставляем кресла, которые есть. Да, наверное. поставим их назад. Да. И водительское мы оставим. То есть мы сегодня... Нет. Нет? Заменим? Мы сняли перегородку. Да. Мы сняли перегородку. И пассажирские кресла 2 поставили. То есть это слитное, состоящее из 2, двойное. Мы поставили пока сразу за душевой. То есть в целом мы можем путешествовать 4, но спать, наверное, все-таки 2 только могут, правильно? Да, 2 в палатке. Цельнометаллический фургон, он дешевле. Чем пассажирский. Чем пассажирский, который с окнами и сиденьями внутри. Да, они намного дороже. И это Б-категория. Да, это Б-категория. Это Б-категория, это механика, то есть мы оба можем управлять. Как мы будем переоформлять? Он сейчас грузовик. Да. Для перевозок, не людей. Не людей. То есть сейчас здесь могут только 3 ездить. Мы будем его переоформлять в автодом. Да, в автодом специальный.
Что вот это за Легковой. пометка легковой специальный? Это что значит? Специальный, чтобы можно было подъехать близко к озеру или реке, и не было никаких проблем. А вот эта пометка, это типа международная штука или она только в России? Международно, Окей. наверное. Мы будем делать именно так. Как оказалось, парковать автодом в Москве можно где угодно, тем более сейчас это не автодом, а по документам это грузовичок и даже легковой автомобиль. И даже когда это будет автодом, вы можете оставлять его во дворе у себя, у дома. У нас рядом есть улица Милошенкова, и там всегда припаркованы автодома. Это очень странно. Но лучше, конечно, ставить на стояночку. Ну да, то есть если что, можно ставить на стоянке. И еще существуют, как я понимаю, ты говорил, большие ракушки, куда он, в принципе, влезет. Мы сегодня ездили на дачу и использовали, пока это еще грузовик, по назначению его, так скажем. Мы хотели с дачи привезти сюда в гараж какой-то хлам большой, который до этого не могли перевезти даже со сложенными креслами на Шкоде Октавии. Мы забыли, что у нас ворота, они имеют такую железную крышку. Да? Ограничитель по высоте. Да, то есть там есть ограничитель по высоте. Мы открыли ворота, стали сдавать назад и просто забыли, что мы можем не пройти по высоте, потому что, у нас никогда не было такого большого автомобиля. Теперь вот там есть маленькая вмятина. Но нет там вмятины. Там прям маленький след. Я попыталась, он уже стирается. Там нет вмятины, там все хорошо. Хорошо. Была бы вмятина, я бы уже поплакала. Нет, на самом деле, машина 2011 года. Здесь как бы есть небольшие дефекты, и мы это знаем и понимаем, потому что у нас автомобиль этого же года, и на нем гораздо больше дефектов, полученных в этом же гараже, например. Хотелось бы самим не создавать новые. Олег очень много чего делает собственными руками, в даче, по дому. Да, мы постараемся по возможности использовать то, что у нас уже есть. Мы будем мониторить какие-то вещи на Авито. Мы будем стараться все делать своими руками. Компании, которые создают мебель, создают какие-то детали и удобные вещи для автодома. И они стоят намного дороже, чем та же самая вещь для грузовика. Туалет для автодома стоит 50 тысяч рублей, а такой же туалет просто стоит 5 тысяч рублей. Поэтому здесь нужно быть внимательным и все проверять, все искать. Точно так же, как какие-то вещи, как шкафчики для автодома, их можно сделать самим, а не покупать из дерева, покрасить, сделать нужного размера, крепление какое ты хочешь. Там, Все как хочешь. Да, вообще все как хочешь, какие-то разграничители, деления, вообще делаешь все как тебе удобно и как ты задумал. Мне бы очень хотелось, чтобы в итоге получилось сочетание белого цвета и дерева. Угу. У нас есть здесь, мы покажем фоточки, как нам нравится. Да, потому что мы очень много сохраняем себе каких-то сочетаний и вариантов. Мне понравились варианты, когда не торчат ручки у шкафчиков. Их можно делать кожаными, как петельки. Можно, как-то придумать какой-то вариант. Дырку вырезать. Кстати, да, можно дырочки сделать. Я всегда ударяюсь обо что-то. Мне понравился вариант у ребят, когда раковина закрывается сверху, и в ней, в том числе, внутри можно что-то хранить. Вот цветовое решение, мне нравится темное дерево и белый цвет. Я надеюсь, что мы сможем так же сделать. Мне нравится очень, когда как-то украшают там какими-то гирляндами, может быть, немножко какой-то зелени. Хотелось бы придать уют. Вот эти готовые автодома из конвейера, то есть которые продаются... Заводские. Да, заводские. Они очень... Обезличенные. Да. Никакие. Вот вообще никакие. Они такие серые, и они какую-то тоску прям наводят. Мы можем сделать все так, чтобы там в течение года-двух перейти на фриланс полностью, но мы не уверены, что мы этого хотим. То есть нам нужно попробовать. Может быть, мы вообще сделаем автодом, он нам не понравится. То есть он будет классный, но нам не понравится в нем путешествовать. Может быть, мы поймем, что нам больше нравится с палаткой уезжать, тогда мы его продадим. Может быть, мы поймем, что мы хотим жить только в нем, и нужно будет уходить на фриланс. Пока непонятно, но все равно хочется сделать уютно и под себя. По поводу окон, мне бы хотелось, чтобы их было много, но, скорее всего, мы сделаем только здесь
В задних дверях, в боковой двери, боковой двери и напротив боковой двери. Угу, и все. То есть, а вот здесь их не будет. Да. При этом понадобится какие-то штуки закрывать окна там на ночь. Понадобится вырезать еще и люк в крыше. Или даже 2. Да, чтобы было... Вентиляция. Угу. Нужно обязательно ставить плиту. Нужно что-то придумать с кофемашиной. Нужна кофемашина. Нам обязательно нужна кофемашина, мы любим кофе. Конечно же, холодильник снизу. Вот здесь он будет. Угу. Но в целом, когда смотришь на эту машину со стороны, она совсем чуть-чуть длиннее, чем наша Шкода Октавия. Метр. Сложно подумать, что в ней можно столько всего уместить. Я была уверена, что мы не решимся делать душ. Но похоже, что мы его сделаем. Похоже, вот, судя по нашей разметке, он влазит, и все классно. Как-то так. Получилось все очень сумбурно. Придется все это резать и менять местами, потому что мы прыгали с темы на тему. Собственно, мы никогда не вели YouTube-канал. Мы никогда Я ничего веду не... YouTube-канал уже 5 лет. 5 лет. Да, Олег просто... Сейчас я Известный скажу. ютубер. Эндурист. У тебя есть, мне кажется, ролик, на котором 1000 просмотров. Подумали, что было бы круто это все записывать для себя. Но когда я рассказала в Инстаграм о том, что мы купили грузовик и будем делать автодом, всем стало жутко интересно. Я никогда не получала такого отклика от людей по какой-либо теме. Совсем недавно у нас была годовщина свадьбы, и нас меньше человек поздравило с годовщиной свадьбы. С днем рождения нас тоже меньше поздравляют, чем количество вопросов, звонков, сообщений, комментариев по поводу автодома. В общем, оказывается, всем это очень интересно. Мы решили записать это видео. При этом мы никогда вообще до этого себя не снимали. И мы не очень знаем, что это такое. Поэтому поддержите нас, пожалуйста. Мне кажется, это будет прикольно потом смотреть, что у нас получилось, и сравнивать с этим видео. То есть, как мы это обсуждали, как мы хотели. Потому что, возможно, там, через полгода мы сделаем автодом, в нем не будет душа, в нем будет складывать... Будет пати-бас. Да. Все, мы просто сделаем пати-бас, и здесь будут танцевать. Нет, ну, может быть, в итоге мы вообще психанем и сделаем эту раскладную все-таки кровать, потому что те ребята, которые делают раскладную кровать, у них получается 2 диванчика и стол, и им не нужен этот стол, который у нас есть при входе. И это экономит место. Но при этом у нас есть друзья, у нас есть родители, с которыми мы бы хотели куда-то выехать на выходные, и поэтому мы не хотим терять 2 места еще. И мы как-то решили, что все-таки те 2 кресла и стол все-таки нужно сделать. Вот, посмотрим, что у нас получится потом. Ставьте ваши пальчики вверх. Вот. Поддержите нас, пожалуйста. И задавайте вопросы, потому что наверняка мы хотели рассказать намного больше, но забыли. В следующий раз мы будем готовиться, писать пункты, писать сценарий, как это делают все блогеры, влогеры, ютуберы. Спрашивайте, что интересно. Надеюсь, что у нас все получится. Но это будет медленно и долго. И я посоветовалась со своими подписчулями, стоит ли вообще делать этот влог и рассказывать какие-то детали. Мои друзья сказали, что это очень интересно, и мы решили это видео записать. Поэтому оставляйте свои комментарии. Вообще, классно ли получилось. У нас здесь просто будет сборная солянка видео с телефона, с GoPro-шки, с камеры. Это будет все очень странно выглядеть. У меня вообще была абсолютно другая идея, как это снимать. Я хотела, так как Олег у нас интроверт, а я экстраверт, причем Олег настолько не любит разговаривать, что я удивлена, что он вообще сел со мной это записывать сегодня. Я думала, что я буду сидеть перед камерой и это все говорить, потому что в итоге на видео все равно буду говорить в основном я, даже в этом. А Олег сзади что-то делал. Но в итоге мы решили сделать так. Посмотрим, может быть, мы перейдем к другому жанру этих записей. Вроде все. Подписывайтесь на наш канал, делитесь этим видео со своими друзьями, ставьте нам сердечки, лайки и все такое. Всем привет! Привет! Давай еще раз. Это Олег, и мы купили грузовик. Вот, но ты сможешь. Скажи, или мы хотим делать автодом? Ты скажи. Нет. Всем привет! Привет! Давай я радостный буду. Поэтому... Всем привет! Привет! Я говорю это 10-й раз. 11. Всем привет! Привет! Без паузы.
Мне 20... Сколько мне лет? 20 сколько-то? Мне 29. Мне 26, Олегу 29. Пока границы закрыты, и мы начнем заниматься переоформлением грузовика, начнем что-то делать потихоньку.